Всем привет! Это вторая часть видеообзора на декор набора в цвете морозная мята. В ней я поделюсь процессом декорирования таких заготовок, как юла и две сосульки. Первую часть можно посмотреть по ссылке вверху, а я очень надеюсь, что видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! И начну я с заготовки юла. Декорировать ее я буду цепью со стразами шириной 2 мм, также стразами различного диаметра и бантами. Цепь я проклею на стыках, переходящих в основную часть. Кстати, сначала эти стыки я думала задекорировать вот такой тесьмой, но из-за того, что юла сама по себе очень объемная заготовка, я передумала. Просто с этой тесьмой она смотрится грубовато, а цепь придает ей легкость. Клей я буду наносить сначала на заготовку частями, а затем накладывать цепь. И немного цепь буду вдавливать из-за того, что поверхность рельефная. Хочу еще добавить маленький совет. Я цепь не отрезаю четко по линии, а всегда ее отрезаю на одно или два звена больше, так как при проклейке рельефной поверхности цепь немного ужимается. Теперь я буду добавлять на заготовку крючок. Так как к этой заготовке подходит колпачок, я буду крючок добавлять немного другим способом, как показано на видео. Также немного тесьмой я перекрою место стыка колпачка и заготовки для большей прочности. Для бантов я буду использовать ленту такого же цвета, как для остальных заготовок, шириной 5 см. Понадобится 2 отрезка по 24 см и 2 отрезка по 22 см. И дабы видео не затягивать, я уже подготовила заготовки и еще добавила одну. Это отрезок длиной 20 см. Добавила еще одну заготовку, так как юла не маленькая игрушка и нужно, чтобы банты были тоже пышными и объемными. У меня на канале есть много видео, как я делаю банты. Одно из них вы можете посмотреть по ссылке вверху. И заготовки, как обычно, я склеиваю между собой горячим клеем, а затем фиксирую тесьмой серебряного цвета шириной 0,5 мм. Также ссылки на все стразы и кабошоны я обязательно оставлю в описании под видео. И далее видео я ускорю, но все важные моменты я буду озвучивать. Перед тем, как декорировать юлу стразами, я сначала приклею банты. Также бант, который будет впереди игрушки, я украшу кабошоном овальной формы. Таким же кабошоном я украсила бант на заготовке ежик. Декорировать юлу стразами я буду точно так же, как и звезды, в хаотичном порядке. И сейчас я сразу покажу готовый результат, как я задекорировала стразы на юле. Также еще осталось добавить большую стразу на кончик юлы и расположить стразы по кругу последнего стыка.
И заготовка елочная юла получилась вот с таким декором. А далее в видео я покажу, как задекорирую две сосульки. И для сосулек я решила использовать банты в двух цветах. Добавила вот такой светло-голубой цвет ленты. И теперь укажу размеры отрезков, которые понадобятся. Два отрезка светло-голубой ленты по 15 сантиметров. Лента мятного цвета понадобится два отрезка 18 сантиметров и два отрезка по 17 сантиметров. И, конечно, чтобы видео не затягивать, я уже подготовила заготовки. На лицевую сторону сосульки я добавлю одиночный бант, это отрезок, который был 18 сантиметров. А на обратную сторону сосульки я добавлю отрезки двух разных цветов, соединив их в один бант. Соединять эти отрезки между собой я буду, накладывая их друг на друга. Единственное, верхний отрезок я подниму немного вверх. На сосульке я уже добавила крючки. Для крючка я использую металлизированный шнур длиной 16 сантиметров. Также закрепила колпачок тесьмой и уже подготовила бантики для проклейки. Теперь осталось приклеить кабошоны к бантам. Я буду использовать такие же, как использовала для декора бантов на юле и на ежике. И далее остался последний штрих, это задекорировать сосульки. Одну сосульку я буду декорировать только стразами разного диаметра, а вторую сосульку я украшу цепью со стразами шириной 2 мм. И вот так выглядит сосулька, задекорированная стразами. Стразы самого большого диаметра я расположила на уровне глаз. И добавила стразы еще двух диаметров, чтобы декор смотрелся более нежно. Далее в видео я покажу немного процесса, как я проклеиваю сосульку цепью со стразами. Здесь самое главное начать клеить цепь от начала спирали. Вы можете декорировать на сосульке абсолютно все спирали, либо же выборочно. Я же задекорирую только 3 спирали, чтобы сосулька не смотрелась громоздко. И здесь есть еще один важный момент. Цепь нужно проклеить правильно по направлению спирали. То есть сделать так, чтобы цепь со всех сторон сверкала. А это означает, что при проклейке вы должны регулировать подачу цепи. На середине игрушки цепь располагаем четко ровно по линии. А допустим, когда вы клеите цепь сверху, немного ее поверните вниз. И также, если вы клеите цепь по низу, то наоборот немного ее поднимите вверх. Тогда цепь будет сверкать одинаково абсолютно со всех сторон. И вот еще одна сосулька готова, задекорированная цепью со стразами. Декор получился простым, но издалека эта сосулька будет привлекать внимание. И вот так выглядит вместе весь набор. Набор получился по-настоящему зимним. А как вам в таком исполнении елочные игрушки? Буду рада обратной связи. Я очень надеюсь, что видеообзоры на декор этого набора вам понравились и были полезны. И если у вас
вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!